Андрей Ломачинский. Записки судмедэксперта. Излечение от рака. Давным-давно в городе Выборги жили-были два врача – доктор Райцман и доктор Кузнецов. На чем специализировался доктор Райцман, я забыл, а вот специализацию доктора Кузнецова я буду помнить до самых глубоких седин старческого маразма. Онколог он был. Причем, если верить материалам того уголовного дела и документам, присланным на судебно-экспертную медицинскую оценку, то онкологом он был классным. Никаких диссертаций не писал, но по части практического лечения многих злокачественных заболеваний, да и по теоретическим знаниям, доктор Кузнецов запросто мог составить конкуренцию какому-нибудь периферийному профессору из областного мединститута. Коллеги о Кузнецове давали самые положительные отзывы. Взяток не брал принципиально. Специальную литературу читал тоннами, в консультациях не отказывал, а когда консультировал, то нос не задирал и был всегда профессионально честен. Слова «этого я не знаю» не боялся. Добрый, по характеру уравновешенный, жизнью доволен, хороший семьянин. Никаких психопатологических выходок за всю жизнь этого доктора не зарегистрировано. От пациентов отбоя не было, а сами пациенты и их родственники только гимны славы этому доктору пели. Лучший критерий оценки любого врача. Одним словом, как тогда говорили, достойный советский человек. Доктор Райцман и доктор Кузнецов были близкими друзьями. Антисемитизм в среде настоящих врачей-профессионалов явление редкое, особенно в советское время. Там больше профессиональные и личные качества ценятся, нежели национальность. Дружили доктора семьями, прочно и долго. Дети в этих семьях друг друга с раннего детства знали, и отношения у них были, как у близких родственников. Жены ни одного праздника не помнили, где бы порознь. Даже отпуска подгадывали так, чтобы все было одной большой компанией. Да и увлечения у этих докторов были одни и те же. Любили выходы на природу, особенно грибы, и охоту на боровую дичь. На здоровье друзья не жаловались, и хоть медицину знали, оба смолили папиросы Беломор как сапожники. Поэтому, разумеется, у обоих были хронические бронхиты заядлых курильщиков. Периодически друзья друг у друга выслушивали свистящие хрипы в легких и шутили на тему тех же сапожников без сапог. Такое наплевательское отношение к собственному здоровью было весьма распространено в интеллигентской провинциальной среде того времени. И вот пришла семья Райцманов в дом Кузнецовых встретить Новый год. Советское шампанское на столе, лучшие коньяки и деликатесы, не взятки, а знаки почтения от благодарных больных. По телевизору Брежнев поздравления отшамкал, часы бьют 12, все поднимают фужеры и пьют первый тост за наступивший. Улыбки, радость на лицах, предвкушение хорошего застолья. Но через минуту доктору Райцману становится плохо. Он бледнеет и бежит в туалет. Там его скручивает сильный желудочный спазм, а минутой позже приходит облегчение в виде рвоты. Доктор Кузнецов без всяких церемоний открывает незапертую дверь, входит и смотрит в унитаз. Там свежевыпитое шампанское с прожилкой крови. Новогодний вечер испорчен. Рвота с кровью без причины всегда тревога для онколога. Без всяких церемоний Кузнецов заводит друга в спальню, просит раздеться и лечь на кровать. Пальцы привычно утопают в ставшей податливой передней брюшной стенке. Мнет Кузнецов живот другу и становится все серьезней и серьезней. Долго мнет. Жены за стол зовут. Хватит, мол, с кем не бывает. Перестаньте, мужики, друг на друга страх нагонять. Идите коньячку по маленькой, все как рукой снимет. Не слушает доктор Кузнецов. Злой стал, орет, чтоб не мешали. Пошел периферийные лимфоузлы пальпировать. Лезет в пах, давит подмышками и над ключицами. А в одной из надключичных ямок непонятный желвачок. Хватает стетоскоп и долго слушает легкие. Потом основательно выстукивает грудную клетку. И начинают дрожать пальцы у доктора Кузнецова. Ладно, пошли к столу. Пить не советую и кушай умеренно. Завтра с полудня ничего не есть, с 6 вечера и жидкости не пить. А 2 числа с самого утра ко мне в кабинет.
2 января с утра первый раз в своей жизни доктор Кузнецов послал куда подальше своих плановых больных. Регистратура обозлилась, да высок был кузнецовский авторитет. Кому талончики переписали, кого, несмотря на протесты, к другим докторам направили, кого попросили подождать. Все утро возился доктор со своим другом. Лично водил на рентген и в лабораторию. Принес рентгенологу бутылку Наполеона, давно стоявшую музейным экспонатом дома, а после разговора с завлабораторией на столе оставил коробку пиковой дамы. Среди коллег такие вещи непопулярны, сотрудники подарки принять отказываются. Принцип «ты мне, я тебе» дороже. Отнесли подарки назад и отдали медсестре, что в кабинете у онколога сидела. Наконец вернулся Кузнецов к себе в кабинет и сразу за телефон. На весь Выборг тогда единственный эндоскоп имелся. Эндоскоп – это такая штука, которой через рот в желудок залезть можно. Посмотреть, что там творится. Ну и биопсию взять, отщипнуть кусочек ткани для анализа под микроскопом. Звонит эндоскописту, просит немедленно принять больного Райцмана. Эндоскопист тоже весь день скомкал, но раз аж сам Кузнецов просит, то будет сделано. Затем хирургу звонит. Моему другу нужно срочно лимфоузел из надключичной ямки вырезать. Опять же на гистологию. Затем патологу. Ставь на уши всю свою патогистологическую лабораторию, а мои анализы в первую очередь. И тот согласен. Еще просит несколько дополнительных стеклышек с прокрашенными тканями подготовить. Для его собственного изучения и если кому на консультацию послать придется. И это будет сделано. Надо сказать, что доктор Кузнецов сам микроскопа не чурался. Стоял у него в кабинете отличный бинокуляр. Микроскоп, в который смотрят двумя глазами, как в бинокль. И стоял отнюдь не для мебели. Частенько Кузнецов у него просиживал, изучая сложные тканевые изменения с подозрением на малигнизацию. Превращение тканей в злокачественную опухоль. Все, что надо, доктору Райцману сделали. Как никогда быстро результаты легли на кузнецовский стол. Остался Кузнецов после работы, обложился атласами по онкологической патологии и стал смотреть препараты тканей своего друга. Сидел за микроскопом допоздна, иногда переводя глаза с микрополя на матовый яркий экран на стене, где висели многочисленные рентгеновские снимки больного Райцмана. Опустела поликлиника. Вот уже и дежурному терапевту надо уходить. Дождался Кузнецов, когда тот примет последнего больного и заходит к нему в кабинет. Такой просьбы от Кузнецова никто из коллег не припоминал, хотя то, что доктор попросил у коллеги, считалось делом обычным. А попросил он для себя банальный больничный на 3 дня с диагнозом ОРЗ. Сказал честно, что в Ленинград смотаться надо. Надо срочно и по личному. Друг Райцман дома тоже на больничном маялся. Но этому законно выписали открытый лист, без указания даты, когда на работу являться. Собрал Кузнецов свои записи, все рентгенограммы, микропрепараты и другие анализы и принес все домой. Рано утром набил 2-ю сумку лучшим коньяком, сел в электричку и покатил в Ленинград. Хоть и не занимался этот доктор наукой, но многих знакомых в научных кругах имел. Остановился на 3 дня у кого-то из них. За это время своей болезни успел пройтись по светилам онкологии из первого меда, зашел на кафедру патанатомии в Сангиге, сходил к коллегам в онкоцентре. Везде народ только недоумение выражает. Мол, ну чего ты к нам с такой элементарщиной приперся? Ты ведь сам классный специалист. Какие еще у тебя могут быть сомнения? Задачка для студентов-второкурсников. Это же элементарная типичная аденокарцинома. Злокачественная опухоль тканей желудка. А раз имеются метастазы в легких и по всем лимфоузлам, то и диагноз проще пареной репы. Рак 4-й стадии. Прогноз больного однозначный. Сливайте воду, выходите в тамбур. Приехали. Станция терминальная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – кладбище. Никто ничем помочь не может. Поздно. Давно поздно. Слушает эти очевидные истины доктор Кузнецов, а у самого в глазах слезы. Да, все было ясно и понятно. Только друг это. На чудо надежда была. А чудес, как известно, не бывает. Здесь уместно сделать одно лирическое отступление. Точнее, не лирическое, а бульварно-популяризаторское.
Пусть медики снисходительно улыбнутся, да хоть остальным понятней будет. То, что рак – это клеточная мутация, все знают. Но это не совсем верно. Каждую секунду в нормальном человеческом организме происходит более 2 миллионов изменений хромосомного аппарата. Однако 2 миллионами раков в секунду мы не заболеваем. Большинство мутаций не опасны, и хромосомные поломки чинятся, не выходя из клеточного ядра. Есть там специальные репарационные механизмы нашего генного аппарата. Но некоторые мутации прорываются, что, в общем, тоже не проблема. Иммунная система стоит на страже. Такие клетки-изменники быстро отыскиваются лимфоцитами и моментально уничтожаются, как предатели. Разные лимфоциты работают в нашей иммунной опричнине. Есть там и высокоспециализированные следователи, и штатные палачи. Прямо так и называются – Т-киллеры. И это научный термин, а не жаргон. Так вот, эти киллеры без других типов лимфоцитарных клеток беспомощны. Не видят они клетку мутанта. А вот почему не видят – вопрос открытый. Если кто на него ответит, то это Нобелевская премия в области медицины и золотой памятник при жизни от всего благодарного человечества. Понятно теперь, почему рак – это не только и не столько мутация, сколько брешь в системе свой-чужой. Как только принял организм мутировавшую клетку за нормальную, последняя сразу начинает свое простое быдлячье дело. Жрать, гадить, безудержно размножаться и ломать все вокруг. На начальной стадии такую опухоль можно вырезать. Есть в онкохирургии одно святое правило. Маленький рак – большая операция. Большой рак – маленькая операция. Ну а на последней стадии, когда опухоль набросала своих клеток во все органы, или если по-научному, то распространила метастазы, операция зачастую совершенно бесполезна. Так, кое-какая терапия может лишь слегка замедлить процесс и не более. Хотя в виде редчайшего казуса в мировой практике имелись единичные наблюдения, когда иммунная система восстанавливала контроль над ситуацией и происходило самоизлечение от рака. Единичные и в мировой – это ключевые слова. Никто из обычных практикующих онкологов такого не наблюдал и на подобную казуистику ссылаться не любит. Шанс стать миллионером, играя в лотерею, во много раз выше, чем самоизлечение от рака. Вернулся доктор Кузнецов из Ленинграда, взял дома немного спиртяшки и пошел в гости к другу Райцману. Несколько дубовая советская медицинская этика предписывала диагноз онкологического заболевания от самого больного скрывать, обнадеживая бедняк всякой лажей. Диагноз надлежало сообщать только ближайшим родственникам в строго конфиденциальной форме. Но Райцман был друг и врач. Не мог Кузнецов ему врать. Опять же, впервые в жизни наплевал он на медицинскую этику. Разлил спиртик и на вопрос «А мне можно?» ответил прямо «Тебе, брат, теперь все можно. Неоперабельная аденокарцинома у тебя, друг ты мой милый. Что такое карцинома, пояснять не буду. Сам вроде знаешь одну из самых злых опухолей. Следующий Новый год нам вместе уже не встретить, да и на охоту не сходить. Счет в лучшем случае на месяцы. Приведи дела и душу в порядок, чему быть, того не миновать. Как другу говорю, мучить ни тебя, ни твою семью я не собираюсь. Не будет ни радио, ни химиотерапии. Не нравится – иди к другому специалисту. В твоем случае, чем скорее, тем лучше. Обезболивающих вплоть до наркоты, транквилизаторов, антидепрессантов и любой другой дряни получишь столько, сколько захочешь. Одно дополнительное средство тебе лишь посоветую. Пей побольше гранатового сока. Лечить не лечит, но слизистую слегка дубит. По моим наблюдениям, лучшая добавка в диету при таких случаях. Доктор Райцман вздохнул и сказал, что обо всем догадался еще на кузнецовской кровати в новогодний вечер. Поблагодарил за правду и дружеское участие. К ситуации отнесся философски. Хоть и был он евреем без иудаизма, но и атеистическую марксистско-ленинскую философию не ценил. Ну что же, пора, значит пора. Посмотрим, что лежит за чертой, откуда не возвращаются. Дети подросли, жена в торговле крутится, вытянет. Стал он спокойным и уравновешенным.
Сам составил список препаратов, которые посчитал нужными, и моментально получил на все кузнецовские красные рецепты со специальными печатями для доставки на дом. Позвал жену, попросил не плакать, все ей рассказал и наказал весь Выборг-Продторг перерыть, но притащить домой 10 ящиков гранатового сока. Напоследок обнял по-братски доктора Кузнецова, а потом сказал, как отрезал: к нему больше не заходить, пока сам не позовет. А позовет, когда боли нестерпимыми станут. А пока не стали, отложит доктор все дела, прочитает то, что не дочитал, простит тех, кого не простил, а между делами займется обычным созерцанием окружающей реальности, наблюдать которую осталось недолго. Поэтому такая вот дружеская просьба – не беспокоить. Других знакомых доктор Райцман собирался оповестить позже. Выпили друзья по прощальному стопарику, и ушел доктор Кузнецов домой. А дома впервые после студенческих лет нажрался в дрободан. Проходят месяцы. Доктор Райцман не звонит. Мадам Кузнецова как-то пыталась набрать номер Райцманов, за что получала по рукам от мужа, никогда подобного себе не позволявшего. Желание друга было святым. Подошла осень, охотничий сезон в разгаре. В лесу красота, заветные места лежат под желто-красным одеялом. Только без друга не тянет больше Кузнецова на охоту. Вдруг в ночь с пятницы на субботу звонит Райцман. На охоту зовет. Вроде как вчера с Кузнецовым расстался. У онколога сразу только одна мысль в голове. Все, конец. Метастазы в мозгу. Бред начался. Осторожно начинает выяснять состояние больного. Райцман в ответ смеется бодрым голосом. Да нормальное состояние. Курить бросил, по утрам бегаю, вчера только из лесу вернулся, хорошие места нашел, где дичи много, а охотников мало. Поехали, не пожалеешь. Болей давно нет, бредом не страдаю. Короче, садись набивать патронтаж, а утром ко мне. Не верит Кузнецов, но все же собирается на охоту. Если с другом плохо, то стоит ли врать его семье, а потом глупо извиняться, что, мол, зашел навестить, да не вовремя, в столь ранний дурацкий час и еще в несуразной охотничьей экипировке. Утро. Как много раз за много лет стоит Кузнецов перед квартирой друга. Звонить нельзя, давнишний уговор родственников не будить. Дверь должна быть не заперта. Точно, не заперта. В прихожей свет. На тумбочке сидит довольный Райцман и натягивает сапоги. Рядом ружье и рюкзачок. Палец к губам, не шуми, все спят. Друзья выходят на лестницу. Райцман запирает дверь и быстро сбегает на улицу. За ним ничего не понимающий Кузнецов. Поведение абсолютно нормальное, в смысле абсолютно странное. Поведение здорового 40-летнего мужика в отличной физической форме. На электричку опаздываем, давай бегом. У курящего Кузнецова задышка, у некурящего и бегающего по утрам Райцмана нет. Сели в электричку. Слушай, Райцман, хватит загадок, рассказывай все и подробно. Что делал и как себя чувствуешь? Чувствую себя прекрасно. А что делал? Как что делал? Что ты сказал, то и делал. Ничего не делал, гранатовый сок пил. Нужная остановка. Друзья идут в лес. Хорошее место Райцман нашел, рябчик есть. Дождался доктор Кузнецов первого дуплета доктора Райцмана, подошел к другу вплотную и разрядил свой 12-й калибр ему в область сердца. Потом достал свой охотничий нож, труп раздел и провел профессиональное вскрытие с полным извлечением органокомплекса от языка до ануса. Только череп вскрыл непрофессионально, циркулярной пилы не было. Пришлось топориком поработать. Правду говорил доктор Райцман, рак рассосался. После этого доктор Кузнецов разобрал свое и Райцманово оружие, забрал патронташи, труп прикрыл плащом и хорошенько запомнил место. А дальше сел в электричку и поехал в город Выборг. В Выборге сразу пришел в привокзальное отделение милиции, сдал ружья и рассказал всю историю. Занималась бы этим делом только Выборгская прокуратура, кабы его КГБ по особому статусу не повело. Местный следак по особо важным решил, что доктор Кузнецов открыл средство от рака – гранатовый сок, и привлекла ГБУХа военно-медицинскую академию по полной секретной программе. Ведь если действительно все дело в гранатовом соке, то государственный доход в чистой валюте с подобной разработки может и нефтяной переплюнуть.
Делов-то – выделить действующее начало и запатентовать препарат. Судебка, патанатомия, фармакология, токсикология и куча других кафедр привлекалась. Гранатовый сок подвергали всесторонним анализам, но ничего специфического не обнаружили. По всему Союзу тонны гранатового сока были выданы онкологическим больным в чистом виде. Тоже никакого эффекта. Производство гранатового сока по всей субтропической зоне Союза не справлялось с масштабами темы. Закупали консервированный где могли, от Ирана до Израиля. Опоили гранатовым концентратом десятки категорий онкологических больных. Эффект опять же нулевой. Почему-то это мифическое средство помогло одному Райцману. Взялись тогда за него, точнее за его останки. Тело Райцмана основательно изучалось всеми возможными методиками. Нашли зажившие рубцы от опухолей и метастазов, не нашли ни одной раковой клетки и причины исцеления. Доктору Кузнецову прижизненного золотого памятника не воздвигнуто. По слухам, на суде он сам для себя попросил высшую меру и в дальнейшем никаких кассаций, допрошений о помиловании не подавал.